Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. 10 лучших методов лечения ангины народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Среди различных заболеваний, затрагивающих верхние дыхательные пути, одно из первых мест по своей распространенности занимает ангина, поскольку этот недуг способен поразить людей всех возрастов. Как правило, пик заболеваемости приходится на осенне-зимний период, но и в летнее время можно сильно застудить горло ледяными напитками или мороженым, тем самым открыв ворота для проникновения инфекции. Прежде всего, нападению болезнетворных микроорганизмов подвергается гортань и небные миндалины. Затем поражается носоглотка и язык. Особенно подвержены заражению этим бактериальным заболеваниям дети, поэтому зачастую в детских садах и школах ангина принимает характер эпидемии. Учитывая, что любое инфекционное поражение очень опасно для организма человека, необходимо при первых ощущениях першения и болезненности в горле обратиться к врачу. Доктор назначит прием антибиотиков и будет держать под контролем весь лечебный процесс, пока не наступит полное выздоровление. А в качестве дополнения к медикаментозной терапии существенно облегчить состояние больного можно с помощью лечения ангины народными средствами в домашних условиях. Причины развития болезни. Основными возбудителями данной патологии являются пневмококк, золотистый стафилококк и различные виды стрептококковой инфекции. Эти бактерии передаются преимущественно воздушно-капельным путем при близком контакте больного со здоровым человеком. Также нередко ангина возникает вследствие переохлаждения, снижения иммунитета, либо на фоне ослабленного организма после перенесенной острой респираторно-вирусной инфекции. Важно помнить, что это тяжело протекающее заболевание опасно развитием тяжелых осложнений. Поражение лимфаденоидного кольца глотки и миндалин может привести к гнойным накоплениям в придаточных пазухах носа и воспалению близлежащих органов, провоцируя развитие гайморита, отита, лимфоденита, синусита. А самым неприятным последствием ангины является то, что бактерии по кровяному руслу могут добраться до сердечно-сосудистой системы и вызвать такие опасные осложнения, как ревмокардит и ревматизм. Симптомы. Пожалуй, каждый человек хотя бы раз в жизни переболел ангиной, поэтому симптомы этого недуга хорошо известны. Уже во время инкубационного периода, который длится не дольше 2-3 дней, ощущается неприятное першение в горле, а после его окончания болезнь принимает острую форму, поэтому ярко выраженная симптоматика проявляется незамедлительно. Повышение температуры тела до максимальных значений, озноб, покраснение горла, боль при глотании и отечность миндалин, нередко с образованием множественного гнойного налета светлого цвета. Выделяемые бактериями токсины вызывают интоксикацию организма, которая сопровождается упадком сил, сонливостью, сильной слабостью, а иногда даже мышечными и суставными болями. Общие рекомендации при борьбе с ангиной. Безусловно, при таком тяжелом состоянии требуется постельный режим, ограничение контакта больного со здоровыми людьми и увеличение объема потребляемой жидкости во избежание обезвоживания организма при высокой температуре. Питье должно быть теплым, чтобы не травмировать пораженные инфекцией миндалины. Помимо молока, рекомендуется несколько раз в день пить жидкости с добавлением витаминосодержащих натуральных добавок. Чай с лимоном, фруктовые соки, отвары из шиповника. Во время лечения потребуется исключить потребление острой, соленой, жирной пищи. Придется отказаться от использования специй и пряностей, а также от курения, раздражающих поверхность горла. И, конечно, в комплексе с назначенными медикаментами следует регулярно проводить проверенные временем мероприятия, основанные на методах народной медицины – полоскание, ингаляции, компрессы, внутренний прием лечебных отваров и настоев. Полоскание. Данная процедура особенно популярна при лечении ангины, поскольку выполняет сразу несколько функций. Угнетает размножение вредоносных бактерий, облегчает болезненные ощущения при глотании, снимает воспаление с миндалин. Приготовленный раствор для полоскания не должен быть чрезмерно холодным или горячим. Лучше всего, если он будет комнатной температуры. Для осуществления этой процедуры нужно запрокинуть голову назад, задержать дыхание и желательно высунуть язык, чтобы лечебная жидкость смогла глубже пройти в глотку.
Тщательное промывание гортани необходимо проводить минимум в течение минуты. Причем на протяжении дня полоскание потребуется проводить через каждые 1,5–2 часа. Полоскание морской водой. Люди, которым посчастливилось проживать в непосредственной близости от моря, успешно используют в качестве полоскания для горла морскую воду. Она великолепно снимает воспаление и отек миндалин, заживляет и дезинфицирует. Конечно, такая возможность имеется не у всех, поэтому жители удаленных от водных просторов мегаполисов могут самостоятельно приготовить аналог морской воды. Для этого потребуется растворить в стакане теплой кипяченой воды 1 чайную ложку поваренной соли, половину чайной ложки пищевой соды и 10 капель йода. Такие ингредиенты имеются в любом доме. Поэтому приготовление данного лечебного средства не обременительно. Только каждый раз нужно будет готовить новый раствор перед его использованием. В разгар болезни рекомендуется повторять процедуру полоскания каждые 2 часа. Полоскание отваром шалфея. Очень хороший результат при лечении ангины дает использование шалфея. Это лекарственное растение эффективно устраняет воспалительный процесс в небных миндалинах и существенно облегчает самочувствие заболевшего человека. Для приготовления целебного средства следует взять пару столовых ложек измельченных листьев шалфея, залить 2 стаканами воды, довести до кипения и оставить нагреваться на слабом огне в течение 15 минут. Затем нужно дать настояться отвару примерно полчаса, процедить, остудить и разбавить теплой водой в пропорции 1 к 1. Отваром шалфея необходимо полоскать горло с интервалом в 2 часа. Полоскание настоем дивисила. Поскольку самым характерным симптомом ангины является сильная боль при глотании, возникает потребность в безопасном натуральном болеутоляющем средстве. Такими качествами обладает настой растения дивисил, который народные целители частенько используют для полоскания горла. Приготовить его очень просто. 1 столовую ложку сухой травы дивисила нужно залить стаканом кипящей воды, тепло укутать и дать настояться в течение 2 часов. Когда домашнее лекарство остынет до комфортной комнатной температуры, можно полоскать воспаленное горло. А для усиления лечебного эффекта целесообразно повязать шею шерстяным шарфом. Процедуру полоскания настоем дивисила следует проводить как можно чаще, особенно в первые дни заболевания. Ингаляции. При поражениях верхних дыхательных путей действенным лечебным средством во все времена считались ингаляции, подразумевающие вдыхание лекарственных средств, растворенных в облаке пара. Мельчайшие частички лечебных веществ быстро всасываются в слизистые оболочки ротоглотки и оказывают эффективное терапевтическое действие. Самым простым способом проведения данной процедуры являются паровые ингаляции, при которых больной человек, закутавшись полотенцем, склоняется над емкостью с горячей водой и вдыхает добавленные в нее отвары, настой лекарственных растений, либо эфирные масла. Но все-таки лучше всего воспользоваться современными достижениями медицинской техники специальным прибором-небулайзером. С его помощью безопасно делать ингаляции даже детям младшего возраста. Только следует помнить, что при ангине эту процедуру нельзя проводить при высокой температуре и гнойном фолликулярном поражении миндалин. Картофельные ингаляции. Большинство из нас прекрасно знает широко распространенный, причем очень эффективный бабушкин метод лечения ангины – вдыхание пара вареного картофеля. Для проведения ингаляции необходимо проварить несколько клубней этого овоща до тех пор, пока не появится характерный картофельный запах. Только при варке следует использовать малое количество жидкости, чтобы пар исходил именно от картошки. Чтобы усилить эффект, некоторые добавляют в емкость чуть-чуть йода и чайную ложку пищевой соды. Для облегчения состояния при ангине картофельный пар вдыхают минимум 10 минут по нескольку раз в день. Ингаляции зверобоем и ромашкой. Замечательное противовоспалительное действие оказывает общеизвестная целительная трава зверобой. А ромашка лекарственная обладает сосудорасширяющим, патагонным и местно анестезирующим свойством. Для проведения ингаляционной процедуры понадобится смешать 2 столовые ложки высушенных и измельченных цветков ромашки с 3 столовыми ложками зверобоя, залить смесь литром горячей воды и прокипятить на слабом огне в течение 5 минут. Хорошо добавить в приготовленный отвар несколько капель эфирного масла, настоянного на любом дереве хвойных пород. При ангине пар, исходящий от целебных растений, нужно вдыхать в течение 15 минут 5-6 раз в день. Чесночные ингаляции. Еще одним простым, действенным и не требующим серьезных материальных затрат лечебным средством при ангине является обыкновенный чеснок. Содержащиеся в нем фитонциды обладают мощной противомикробной бактерицидной активностью. В данном случае варить или смешивать с водой чеснок не потребуется. Для проведения процедуры ингаляции предпочтительнее воспользоваться пустым нагретым чайником с закрытой крышкой, в который предварительно нужно будет положить бинт с нанесенной на него раздавленной чесночной массой.
Дыхательная процедура проводится через носик чайника. Чтобы чесночный пар осуществлял свое лечебное действие не только в гортани, а еще и проникал в носоглотку, рекомендуется при вдохе зажимать нос. Регулярные ингаляции с этим народным средством 6-8 процедур в день на протяжении недели помогут убить сразу 3 зайцев – танзелит, насморк и кашель. Домашние лекарства для приема внутрь. При лечении ангины помогает не только полоскание и ингаляции, но и различные целебные средства, принимаемые внутрь. В частности, продукты жизнедеятельности пчел, отвары из шиповника, клюквы, красной смородины и домашние лечебные настои, приготовленные на основе натуральных растительных ингредиентов, способны творить чудеса изнутри организма, снижать температуру, уменьшать боль, снимать воспаление и укреплять иммунитет. Прополис. Противовоспалительные, противомикробные и обезболивающие свойства этого пчелиного продукта известны каждому человеку, не безразличному к своему здоровью. Поэтому прополис уже давно используют в борьбе с респираторно-вирусными и инфекционными заболеваниями. При ангине из прополиса не понадобится готовить целебное снадобье. Его очень полезно просто медленно разжевывать во рту после каждого принятия пищи наподобие жевательной резинки. Если в ротовой полости возникает небольшое специфическое жжение, это свидетельствует о высоком качестве продукта. Некоторые люди даже осмеливаются класть кусочек прополиса за щеку перед сном, чтобы этот уникальный природный компонент боролся с болезнью на протяжении всего ночного отдыха. Настой из малины, имбиря и меда. При возникновении ангины народные целители настоятельно рекомендуют приготовить один чудодейственный настой, великолепно понижающий температуру тела, устраняющий воспаление миндалин и купирующий боль в горле. Это эффективное домашнее лекарство нужно будет готовить ежедневно, желательно в вечернее время. Потребуется перемешать 100 граммов размятой ягоды малины, 5 граммов натертого на мелкой тертке корня имбиря, 10 граммов натурального меда и добавить 1 чайную ложку оливкового масла. Полученную смесь следует залить 300 мл кипятка. Емкость с настоем тепло укутать и оставить на всю ночь настаиваться. На утро целебное средство процедить и принимать трижды в день. Утром, днем и вечером. По половине стакана за полчаса перед употреблением пищи. Малина, имбирь и мед, ангина быстро пройдет. Смазывание миндалин пихтовым маслом. Люди, подверженные воспалениям горла и часто болеющие ангиной, обязательно должны иметь в домашней аптечке пихтовое масло, которое обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами. Оно очень эффективно для смазывания миндалин. Для проведения данной процедуры лучше всего воспользоваться одноразовым медицинским шприцом, в который нужно набрать масло и аккуратно брызнуть в гортань. В результате пихтовое масло осуществляет свое лечебное действие непосредственно в очаге инфекционного поражения. Для усиления эффекта можно смазать этим целебным маслом область шеи снаружи в районе миндалин. Такое местное лечение рекомендуется проводить не реже 2 раз в день. Спиртовой компресс. Наконец, нельзя не отметить еще одну полезную процедуру, значительно ускоряющую выздоровление при ангине – компресс. Распространяемое им тепло способствует расширению кровеносных сосудов и улучшению кровотока в тканях, пораженных миндалин, за счет чего боли и воспаления отступают. Для приготовления лечебного компресса обычно используют чистый медицинский спирт, одну часть которого разбавляют 2 частями воды во избежание ожога. В спиртовом растворе нужно смочить кусочек хлопчатобумажной ткани, приложить его к больному горлу, накрыть пленкой из полиэтилена и зафиксировать компресс бинтом, либо обмотать шею шерстяным шарфом. К слову, при разведении спирта воду можно заменить отваром календулы или ромашки. Спиртовой компресс ставится ежедневно на 2-3 часа, но только при отсутствии высокой температуры и гнойных высыпаний на миндалинах. Учитывая широкую распространенность данного недуга, существует великое множество разнообразных рецептов лечения ангины народными средствами. Но нельзя забывать, что все-таки это инфекционное заболевание, а самое лучшее средство против бактерий на сегодняшний день – антибиотики. Поэтому без антибактериальной терапии и строгого соблюдения всех предписаний лечащего врача никак не обойтись. Чаще всего сегодня при ангине используют такие антибиотики, как амоксиклав, эритромицин, амоксициллин, биопарокс. Отказываться от приема лекарств и лечиться только народными методами ни в коем случае нельзя. Важно также провести лечебный процесс, чтобы исключить риск развития тяжелых, а порой и жизненно опасных осложнений. Берегите себя, лечитесь правильно. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.